Привет! Сегодня я хотела бы поговорить о румынском языке. Я изучала его еще в школьные годы, но, честно говоря, думала, что это будет последний язык, который мне когда-нибудь пригодится. Но у нас есть такая фраза: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». И у них шуточки у него еще те. Мой муж оказался из Румынии. Сначала мне было не смешно. Но если серьезно, румынский язык относится к группе романских языков, куда входит также французский, итальянский, испанский язык. Да, кстати, любопытный факт: в Румынии не так много заведений, я имею в виду образовательных учреждений, где вы можете изучить итальянский язык, поскольку он достаточно тесно связан с румынским языком, поскольку в основе латынь. И поэтому люди из Румынии, они просто едут в Италию и начинают разговаривать на итальянском. Интересный факт, что румынский язык раньше писался на кириллице, но в середине XIX века было принято решение о переходе на латинский алфавит. И в бывшей столице Румынии, в городе Тârgoviște, вы сможете найти музей, в котором представлены книги за вот этот переходный период. То есть изначально вы найдете книги, которые были на кириллице, затем часть книг была на кириллице, часть слова написана на кириллице, часть слова на латинице, и уже когда завершающий этап реформации языка, то книги уже были полностью на латинской графике. То есть это такое необычное явление, именно вот этот переходный период, когда часть слова писалась на кириллице, а часть на латинице. Я лично в первый раз видела такого плана книги. И очень рекомендую к посещению музея и вообще город Тârgoviște, который находится недалеко от Бухареста. Как и любой другой язык, румынский, конечно же, содержит в себе и слова иного происхождения, например, славянского происхождения. Такие слова, вы удивитесь, но такие слова, как картофель, морковь, свекла, они также присутствуют в румынском языке, активно используются румынами, но они звучат немножко по-другому: картоф, свекла, морковь. Много слов славянского происхождения можно найти в религиозной литературе, и вы услышите на службах церкви, так что не удивляйтесь. И много икон также будут до сих пор еще подписаны кириллицей, то есть с того времени, поэтому такие слова, как служба, утренняя, вечерняя, то есть эти вещи, они также присутствуют в румынском языке. Ну а если закончить на немножко такой веселой ноте, продолжая тему предыдущего видео, в румынском языке есть такое веселое выражение «хай-хуй». Оно пишется в одно слово. Конечно, для моего слуха, впервые, когда я его услышала, оно было очень удивительно и, конечно, вызывало гомерический смех. Но не думайте, если вы услышите это выражение, что кто-то ругается на вас или хочет сделать что-то плохое. На самом деле, одно из значений основных, которые используются для этого слова, это прогуляться, поблуждать без особой какой-то цели. Поэтому это имеет позитивный оттенок. Не воспринимайте это как что-то нехорошее. Но такие веселые бывают слова в других языках. До следующей встречи! Что румынский язык бла-бла-бла. Like Bridget Jones. That's all. Wonder? They want to be Romanians, Russian-speaking stars.